26 апреля я перебрался на Кауай, северный и самый древний из основных Гавайских островов, и первый, на котором высадился Джеймс Кук в январе 1778 года, когда открыл этот архипелаг. Кстати, он назвал острова Сэндвичевыми. Не в честь сэндвичей, конечно, а в честь своего патрона Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвич. Вот только прикол в том, что этот граф, чтобы не прервать многочасовое сидение за карточным столом, имел привычку перекусывать ломтем мяса, положенным между двумя тостами. Ну, вы все поняли. И чтобы закрыть тему еды, не верьте Высоцкому. Никакие аборигены Кука не съедали. Его убили через год на Большом острове Гавайи в результате конфликта между экспедицией и гавайцами. Но вернемся к Кауаи. Он совсем не похож на большой остров и намного ближе к стереотипам о Гавайях. Здесь много тропической зелени, есть крутые песчаные пляжи. А еще этот райский остров попал в книгу рекордов Гиннесса как место, где случился самый длительный дождь. 247 дней без перерыва. С 27 августа 1993 по 30 апреля 1994 года. Фокус в том, что именно на Кауаи находится одно из самых дождливых мест в мире. Осадки в основном выпадают в виде мелкого или моросящего дождя и регулярно в течение всего года. Так что петербуржцы могут чувствовать себя там как дома. Шутки шутками, но именно высокая влажность и эрозия почвы привели к образованию на месте разрушившегося вулкана одного из самых живописных каньонов в мире – Ваймеа. Он и был моей главной целью на этом острове, но его красота стоит отдельного видео. А пока еще немного о том, чем мне запомнился Кауай. Вообще это небольшой остров, размерами примерно как Питер в пределах КАДа, но с общим населением всего 73 тысячи человек. Причем это население размазано по целому ряду береговых городков. Короче, там чувствуется некий деревенский вайб. Хотя есть несколько прям-таки люксовых мест, в основном элитные курорты с пляжами. Но если не зависать только в отеле, без машины никак. Так что и здесь воспользовался народным каршерингом. Взял в аренду Dodge Challenger V6. Мустанг и Camaro уже пробовал раньше, так что теперь есть опыт покатушек на всех трех базовых современных маслкарах. За 4 дня я намотал по острову 750 километров. Заглянул во многие уголки, а в некоторые и не по одному разу. И начал сразу после прилета в Лихуэ утром 26 апреля. Взял тачку, закинул по-быстрому вещи в отель и поехал исследовать остров. По пути в городок Ваймеа остановился на одной смотровой площадочке. Не смог проехать мимо обалденного вида на долину Ханапепе. И неожиданно словил там небольшой флешбэк. Чисто гавайская тема на самом деле. Но он что здесь делает? Это вообще как бы на шоссе, где, извиняюсь, красивая смотровая точка. Я вспомнил, что на Оаху тоже удивлялся вездесущим петухам и курицам. Но тут за 4 дня я, мягко говоря, офигел от их количества. Они были повсюду. На улицах в городах, на трассе, в национальном парке и, даже на элитном поле для гольфа. Да с этими петухами даже мерч продавался в сувенирках. Естественно, пришлось изучить вопрос, откуда их столько. Оказалось, что один недалекий местный паренек встретил О.Ж. Гранта и пожелал, чтобы вокруг него всегда было полно цыпочек. Ладно, шучу. Но если кто вдруг не видел трассу 60, очень рекомендую. Короче, на острове жили дикие предки кур, вида красный джунглевый петух. Обычная популяция, ничего особенного. Но в 1992 Гавайи накрыло мощным ураганом Иники, который уничтожил, среди прочего, несколько птицеферм и разметал кур по всему острову. В результате скрещивания диких петухов с домашними курицами и появилась популяция быстрых и осторожных кукарекающих гибридов. А с учетом того, что на Кауаи почти нет хищников, которые могли бы охотиться на этих голубей-переростков,
Численность последних выросла до абсолютно неприличных размеров. Кстати, еще один интересный факт. В момент урагана Иники на Кауаи как раз заканчивали съемки парка юрского периода, и Спилберг был там лично. Так что кадры тропического шторма и ливня в фильме – это не спецэффекты. Вот только в отличие от фильма, на волю вырвались не динозавры, а существа чуток помельче. Наверное, единственное место, где я не видел этих бродячих куриц и петухов – это пляжи. Правда, не могу сказать, что провел на них много времени. Дольше всего я завис на городском пляже Кекаха. Это тупиковый городок на самом западе острова, куда я заскочил на следующий день, 27 апреля, когда решил скоротать время между утренней и вечерней вылазками к каньону Ваймеа. Городок совершенно не туристический. Раньше он профилировался на сахарных плантациях. Здесь мало тропической зелени и постоянные ветра, но зато это самый сухой и солнечный район острова. Поэтому огромный пляж оказался очень кстати. Мелкий белый песок, минимум людей и освежающие волны. Это был единственный раз, когда решил искупаться в этой поездке. Ну а городок запомнился не только пляжем и прикольным названием. Вычитал про него одну историю, которая меня зацепила. В 1920 году в этих местах случилось единственное на Гавайях ограбление поезда. Все как в кино. Чувак в маске с оружием тормознул поезд, в котором везли зарплату для одной из плантаций, и взял $11 тысяч. Это около 170 тысяч на современные деньги. Но воспользоваться богатством не успел. Его все же нашли и посадили. Ладно, поехали дальше вокруг острова. Кстати, в прямом смысле объехать вокруг острова нельзя. С юго-запада дорога заканчивается за Кекахой, а с севера можно доехать только в городках Ханалеи и парка Хаена. И вот до Ханалеи я и решил добраться 28 апреля сразу после гольфа. Это, можно сказать, антипод Кекахи. Пышный, богемный и живописный север острова, ландшафты которого нередко используют киноделы. Горы вокруг Ханалеи ловят облака, и как результат здесь много тропической зелени и дождей, в один из которых я и попал. Но все равно поехал, понадеялся, что дождь не должен быть долгим. Я тогда еще не прочитал, что Кауаи, а особенно его восточные и северные части, это как раз и есть одно из самых дождливых мест в мире. В общем, увидеть мало что удалось, а тем более не было смысла ехать до парка Хаена. Проверил прогноз погоды и решил еще раз сюда приехать на следующее утро. И вот да, утром 29 апреля с солнцем повезло. По пути проехал мимо нескольких пляжей, которые оказались неожиданно пустынными. Даже петухов не было. Но главное, со смотровых площадок и с дороги в этот раз отлично были видны панорамы с тропическими горами на фоне. Очень зацепили виды заказника Hanalei National с тысячелетними плантациями таро, по-гавайски кало. Внешне они похожи на рисовые террасы, только над водой вырастают огромные сердцевидные листья на толстых стеблях. Это древние растения, которые выращивают ради корня. Его варят и растирают, и получается пуи, традиционное гавайское блюдо. Но для гавайцев это не просто еда, а часть культуры и даже мифологии. В итоге я доехал до парка Хаена, по сути тупика дороги с этой стороны острова, и прогулялся по пустынному пляжу с очень красивыми панорамами.
Вообще в этой точке стартуют трейлы в горную часть побережья Напали, одного из самых живописных мест острова, с пейзажами, ставшими знаменитыми после первого парка юрского периода. В первоначальных планах на один из дней у меня даже был маршрут около 15 км в одну сторону с возвратом обратно. Но по прогнозу после обеда опять были дожди, плюс я договорился на еще один раунд в гольф на невероятно красивом поле на юге острова. Так что Напали Коуст остался неисполненной хотелкой Кавайи. А у меня осталось достаточно времени, чтобы прогуляться по улочкам Хонолулу. Кстати, вот Хонолулу, казалось бы, туристическое место. Но даже оно, по сути, не очень приспособлено для пеших прогулок. А уж в Лихуэ, самом крупном городе острова, в центре которого у меня был отель, все оказалось еще печальнее. Я там вышел прогуляться в один из вечеров, и вот этого одного раза мне хватило за глаза. Тротуаров нет как класса, все рассчитано на передвижение только на авто. Мест, куда пойти вечером, тоже особо нет. Так еще постоянно по пути даже на основных улицах попадались, скажем так, неформальные и асоциальные личности. Короче говоря, по вечерам выходить куда-либо желания больше не было. Но я компенсировал это насыщенными дневными программами. Кстати, недорассказал про первый день. Я же не просто так первым делом поехал в городок Ваймеа на юге острова. Там находится исторический парк Русский форт Елизаветы. Место с нулевой эстетикой, но бесконечно интересной историей для россиян, которую я расскажу в следующем видео.